Друзья, аджахури готово. А? По-моему, просто обалденно. Главное, настолько просто. Дамы и господа, вы на кухне Ассорти про еду. И я, Виталий, сегодня готовлю для вас очень вкусное, очень простое, очень быстрое грузинское блюдо. Конечно, вы знаете, потому что вы сюда зашли, чтобы посмотреть, как я буду готовить оджахури. Пожалуйста, друзья, все очень просто и очень вкусно, потому что мы к этому блюду привыкли с детства. Вот. Почему? Потому что оджахури – это картошечка, жареная с мясом. Да, друзья, с луком. Блин, это же обалденно, правильно? Что может быть вкуснее, чем картофана с мясом жареным, хорошим, вкусным мясом, а? Единственное, отличается от картошки, жареной с мясом по-грузински, значит, оджахури, это наличие огромного количества зелени и грузинских специй. Вот, так что я использую вот такое количество картофеля. Я не знаю, примерно здесь у меня 1,5 килограмма. Вот такие 3 луковицы у меня пойдут на это блюдо. Кило 100 у меня свиной вырезки. Вот, хочу, чтобы блюдо было мягкое, вкусное. Вот, поэтому сделаю из вырезки. Петрушка, кинза, базилик, сванская соль, хмели-сунели. Конечно же, острый перчик. Масло. Ну, соль, само собой, друзья. А вот это готовится еще одно блюдо, которое вы увидите в следующем. Если подпишетесь на меня, нажмете колокольчик, то вот это вы увидите в первую очередь, друзья. Так что приступаем. Что мне нужно сделать с мясом? Вот. Я возьму мяско. Вот у меня уже такой вот кусочек есть отрезанный. И его нарежу по сантиметру вот на такие вот медальоны. Готовить вы можете оджахури из любого мяса, которое у вас есть, но, конечно же, из того, чтобы оно было мягким, потому что здесь не будет тушения, здесь будет прожарка. Конечно, вы можете сколько-то потушить, потому что жарить я буду отдельно мясо, отдельно картофель. Какое-то время вы можете подтушить. Вот. Но если у вас, конечно, говядина такая, как вот у меня попалась вот на видео еще до этого, то там даже туши не туши, там просто обалдеть. Там такая древняя скотина была. Смотрите, какое красивое мяско, а? Ну это же просто сказка. Это какое-то волшебство, не мясо. Оно даже уже режется и так и хочет уже, просится: скушайте меня, пожалуйста. Посмотрите, какая. Сейчас займемся картофанчиком. Как я буду сюда резать картошку? Вот у меня такие куски мяса, примерно так же я буду резать и картофель. Я буду резать вот так, каждый раз переворачивая, чтобы у меня были как бы такие вот ромбики. Вот такие вот, друзья. Видите? Вот они примерно, взять кусочек мяса и взять кусочек картошки, он примерно вот будет похож. Его будет очень удобно кушать. Просто вы делаете один надрез, на угол второй надрез, угол третий надрез. И так, переворачивая картофан, вы весь его нарезаете вот на такие вот дольки. А лучок просто полукольцами. Руки черные, люди скажут: блин, грязнули. Это уголь, друзья. Это уголь. Уголь гружу по вечерам. Надо же как-то зарабатывать. От этих видосов только одни растраты пока. Вот, лук я порезал. Осталось порезать перчик. Немножечко остринки оставлю, просто возьму
Не буду обмывать, а просто выберу семечки из них, из чили перца. Вот. И его вот так вот нарежу. О! Объедение. Все, разжигаем казанчик. Давай. Не все. На, это назад занеси. 3 бубочки. Вот. Вот такие вот бубочки. 3 бубочки. Сынуля принес 3 головки чеснока нам в аджахуре. Реально, чтобы это было аджахури. Такая, ух. По-грузински, чтобы глаза на лоб вылезли. Казан нагрелся. Наливаю вот так вот маслице. Не по-детски. Да, друзья, снимаю, конечно, я видосы не только для того, чтобы... Да вообще не для того, чтобы заработать как-то на них. Но как-то смотришь, готовишь. И очень приятно, когда там число растет подписчиков, которым ты интересен, которые не просто так вот зашли, посмотрели и убежали, вдруг что-то услышали интересное. Вот. Самое главное, что в принципе-то подписка, она для вас не важна. Вы можете быть подписаны и на 1000 каналов, и на 10 тысяч каналов. От этого совсем вам не убудет. Единственное то, что вы не везде можете ставить колокольчики, чтобы вам потом не приходило огромное количество этих уведомлений, а просто ставите на подписку. И даже если вы подписаны на огромное количество каналов, будут в первую очередь YouTube вам выбрасывать те каналы, которые вы чаще всего смотрите из той пачки, на которую вы подписаны. Так что, друзья, в первую очередь это как бы поощрение такое. Вот. Того дела, которым мы занимаемся также и для вас. Вот. Поэтому огромное спасибо, если вы, конечно, подписываетесь и комментируете, хотя бы жмете там как-то этот пальчик, вот, если вам, конечно, заходят эти видосы. Вот, немножко, я думаю, еще добавить форматик другой про еду, но все равно канал-то все-таки о еде, друзья, поэтому все на канале будет полностью про еду. Можно выкладывать. И обжариваю картошечку до полной готовности. Картошечка почти доходит. Я немножко сюда вот так вот кину лука, чтобы не весь, чтобы картофан пропитался запахом жареного лучка. Вот сейчас вот я его наверх могу посолить. Ах, друзья, какой запах, ребята. Запах обалденный. Простейшее блюдо. Все просто. Все очень-очень предельно просто и ясно. В любой кастрюле, в любой сковородочке делаем такое блюдо аджахури и получаем эту вкуснятину. Когда-то я не знал, что такое аджахури, ребята, для меня было аджахури, это что такое? О, это очень-очень такое грузинское, такое необъятное такое. Вот. А потом, когда узнал, думаю, о, да это ж все просто, это ж такая вкуснятина. И ничего тут сложного нету. Поэтому, не зная, что это аджахури, мы его готовили уже много-много раз. Картошечка у нас готова. Выбираю все почистую, со всем вот этим вот луком, со всем чем. Я думаю, маслица хватит мне уже вот этого вот. Вместе с картошечкой оно очень сильно высохнет. Все-таки хотелось бы, конечно, получить такое вкусное, сочное, потому что вырезку, друзья, очень легко пересушить.
Всегда старайтесь с краев казана снимать все, что там вот налипло, лук или все остальное, потому что это очень быстро сгорает. Тут очень-очень в этом уровне высокая температура, пригорает просто моментально. Мясо я пока не солю. Этот вид мяса я не мариную, я просто его сразу беру и обжариваю. 5 минут я жарю, не переворачивая. И сейчас я начинаю все вот это вот переворачивать мясо. Вот так вот даю еще таких 2-3 минутки на полном жару. Вот сколько казан вытягивает, я туда навалил дров, огонь на полную катушку. И обжариваю 2-3 минуты. И начнем закладывать дальше лук и все остальное. Лук. Чеснок. Чеснок вот так вот, чтобы он кое-какой больше бы получил прижарочку. Так вот по краям. Перчик. Ну и вот в этом месте начинаю ужаривать лучок. Мясо все оставляем по краям. Базилик крупно. Вот на этом этапе я уже могу добавить сванскую соль. Хмели сунели. И еще раз перемешать. Добавляю, друзья, сюда картошку. Вот так. Перемешиваю все с картошечкой. Именно вот такой картофель, такая нарезка дает ему шанс не развалиться, когда мы сейчас ее перемешиваем. Друзья, что может быть вкуснее жареного картофеля с мясом? Только жареный картофель с мясом. Вношу зелень. И все это дело выкладываем на тарелочку. Ой, друзья, какой вкусный аджахури. Как это душисто пахнет. Это я, друзья, отвечаю за запах, за красоту. Не знаю пока за вкус, но я думаю, не упаду я в грязь вилкой. Ай, блин. О, обязательно зелень. Обязательно. Это же все-таки грузинское блюдо. Это аджахури. В нем должно быть много зелени. Вот так вот. Сверху еще вот так вот чили-перец. Друзья, аджахури готово. А? По-моему, просто обалденно. Главное, настолько просто, что я бы сказал, это блюдо просто вот для начинающих. Кто только купил казан, кто только подходит к кухне, кто только начинает постигать только азы кухни, я думаю, это блюдо для них. Друзья, я не могу удержаться попробовать. Не буду я перекладывать в отдельную тарелку. Просто беру и пробую. Беру кусок мяса. Смотрите.
оно нежнейшее. Но помимо того, что оно нежное, я попробую выдавить. Видите? Оно сочное. Обалденно, картофанчик. И вот этот вот кусочек мяса. И вот этой вот зеленью. А еще полью. Не принесли мне сюда ткемали еще соус. Вот этот вот, который я вот здесь вот готовил. Это что-то. Все просто. Все, что просто, это очень круто. Так что мягкий картофанчик, мягкое сочное мясо. Чуть-чуть, немножечко отдаленного чеснока, жареный лучок. Но вот эта вот зелень просто обязательно добавляйте. Если у вас есть, получается, кинзу, петрушку, базилик, это просто так, это офигенное сочетание. Оно настолько дает именно вот этот вот вкус изменения. Не просто вот домашний картофан с картошкой, хотя тоже это вкусно. Картофан с картошкой, картофан с мясом. Но оно придает такой вот хороший вкус именно аджахури. Вы не будете кушать просто какой-то там жареный картошка с мясом. Это просто будет у вас вкусный аджахури, друзья. Так что осталось дело только за вами. Подписаться, нажать колокольчик, проголосовать. Как вы готовите картофан с мясом? Что вы любите в него добавлять? Какие у вас есть пожелания к моему каналу? А я для вас готовлю постоянно вкуснятину. Отличные рецепты, друзья. У нас всегда на кухне жарко, вкусно и шикарно пахнет, друзья. Вкусного вам настроения. До новых встреч. Пока.